Еще раз здравствуйте. Мы продолжим разговор о пациентках старше 38 лет. И, как я обещала, я сейчас расскажу ситуацию, от чего мы отталкиваемся после проведенного обследования. И именно основной момент в выборе тактики лечения пациентов является показатели овариального резерва, то есть запаса яйцеклеток, которых остался на данный момент у женщины. Значит, мы сейчас разберем ситуацию такую, когда женщина может попытаться планировать беременность самостоятельно, или же эта женщина может планировать программу ЭКО со своими собственными клетками. Также чуть ниже расскажу про ситуацию, когда женщина должна уже задумываться о проведении программы ЭКО с донорскими клетками. Итак, не будем терять времени и начнем. Значит, когда мы можем предложить пациентке планировать беременность самостоятельно? Это должна быть женщина, максимум 38-39 лет, без бесплодия. Когда женщина планирует беременность или только начала планировать беременность месяц, 2-3, полгода. Но если в течение полугода у женщины не наступает беременность самостоятельно, при условии, что у нее все хорошо, в этом случае вопрос о планировании беременности естественным путем закрывается. Далее, какие еще факторы на это влияют? Должен быть нормальные показатели уровня антимюллерового гормона, больше единицы. Уровни ФСГ и ЛГ должны быть менее 10. У этой женщины может быть в прошлом самостоятельной беременности и роды без каких-либо проблем. У ее партнера хорошие показатели спермы. И у этой женщины нет никаких проблем со здоровьем. То есть у нее нет никаких хронических заболеваний и нет никаких гинекологических проблем. У нее проходимы трубы, у нее сохранена овуляция, у нее нормальные показатели по состоянию полости матки. Вот такую пациентку мы можем совершенно спокойно отпустить на планирование беременности, максимум на 6-9 месяцев. Если в течение этого времени не наступает беременность, значит мы этой пациентке должны предлагать планирование беременности с помощью программы ЭКО со своими собственными клетками. Опять-таки, немножечко повторюсь из сказанного. В 38 лет. Здесь уже программу ЭКО со своими собственными клетками мы можем проводить женщина в возрасте, примерно от 38 до 40 лет. Это максимальные шансы наступления беременности для этой пациентки. Добиться шанса наступления беременности где-то от 30 до 40%, вероятность наступления беременности мы можем в такой ситуации, когда возраст у нас 38, максимум 40 лет. Я не говорю о пациентах, которые моложе 38 лет. Когда у пациентки уровень АМГ выше единицы, когда уровень ФСГ и ЛГ менее 10, когда у пациентки в прошлом были беременности и роды, возможно, эти беременности были закончены внематочной беременностью либо абортом, но это все равно благоприятный прогностический признак на то, что женщина беременеет и, в принципе, с ее яйцеклетками все хорошо. Далее, сперма у супруга должна быть либо в норме, либо с небольшими изменениями. Дополнительно к этому может наслаиваться ситуация такая, что у женщины присутствуют какие-либо факторы бесплодия. Такие факторы, как непроходимость труб, отсутствие овуляции. Это может быть эндометриоз нетяжелых стадий. Это может быть миома матки. Естественно, сюда не относится ситуация, когда у женщины есть какие-то серьезные проблемы с полостью матки. Вот такой пациентке мы можем предложить программу ЭКО и гарантировать ей вероятность наступления беременности от 30 максимум до 40-45%. Сейчас возьмем противоположную сторону. В той ситуации, когда женщина может быть даже и 38 лет, но у нее страдают определенные моменты. Какие моменты?
Ну, возраст объяснила. Плюс донорские клетки мы рекомендуем в том случае, когда женщина возрастом старше 40 лет. Почему? Потому что со своими собственными клетками эта женщина может получить вероятность наступления беременности не более 5-15%. И это в возрасте от 40 до 42 лет. Если возраст переваливает за 42, и женщине 43, 44, 45 лет, то шанс наступления беременности со своими собственными клетками менее 5%. Но по факту очень низкий, и в этом случае более перспективно предлагать использование донорских яйцеклеток. Донорская клетка даст такой пациентке вероятность наступления беременности от 50 до 70%. Это очень большой процент. Хотя и женщина в таком возрасте, даже 45-46 лет, совершенно спокойно может выносить беременность, если, конечно, у нее нет никаких отклонений. Так вот, вернемся к тому, кому мы должны рекомендовать программу с ЭКО с донорскими яйцеклетками. Это либо женщина старше 40 лет, либо это женщина 38+, у которой снижен овариальный резерв. То есть у нее уровень АМГ меньше единицы, у нее уровень ФСГ больше 10, у нее маленькое количество фолликулов в яичниках по УЗИ, то есть мы видим там 1, 2, 3 фолликула в каждом яичнике. У нее никогда не было детей. Это не очень хороший признак, это говорит о том, что все-таки есть какие-то проблемы в организме, которые не дали женщине забеременеть, ну, при условии, если она там не предохранялась, либо там разные партнеры у нее были. Далее, если у этой женщины есть какие-то факторы бесплодия, опять же, тоже непроходимость струк, отсутствие овуляции, высокие степени эндометриоза, когда у нас тяжелые проявления эндометриоза есть, когда у нас есть проблемы с полостью матки, либо оперированные узлы на матке. Далее, мы обязательно в этом случае учитываем, проводилась ли программа ЭКО женщины или нет, и какие мы результаты получали у этой пациентки. То есть за ее плечами уже может быть не одна программа ЭКО с плохим исходом. То есть либо мы получаем в программе ЭКО мало клеток, либо мы получаем плохого качества эмбриона. И в этом случае, ну, я считаю, нет смысла мучить женщину, продолжать ее стимулировать, чтобы получить именно ее яйцеклетку с маленьким шансом наступления беременности. В этом случае все-таки более благоприятно женщине предложить программу ЭКО и получить нормальный, достойный результат и здорового ребенка. Поэтому выбор всегда стоит за пациентами. Врач может лишь только направить, подсказать, рассказать, объяснить и рассказать о шансах наступления беременности. Я понимаю, что когда у женщины никогда не было деток или нет вообще детей, она хочет своего генетически ребенка, но не всегда это возможно. Попробовать можно и со своими клетками, и с донорскими клетками, но всегда должно быть какое-то рациональное зерно в выборе метода лечения. Сейчас мы говорим в большей степени о том, что даст большой результат и что даст маленький результат. И выбор всегда идет за пациентом. Если человек готов рискнуть, готов попробовать, готов потратить определенную сумму денег и получить маленький процент наступления беременности, это его право. Но если человек хочет результат, максимально быстрые сроки, тогда нужно более правильно выбирать программу и советоваться с репродуктологом, проходить вовремя все необходимое обследование. Это второй блок нашей беседы, и я думаю, что мы с вами дальше продолжим общаться. И я постараюсь вам рассказать много интересного. Надеюсь на ваш отклик. Спасибо за внимание.